Всех приветствую на канале. Сегодня на обзоре впервые капсульная кофеварка под названием Dolce Gusto. Поговорим о самой концепции, о капсулах и посмотрим, что там внутри и как она работает на примере одной из младших моделей. И определимся, можно ли сэкономить на кофе, используя капсульную кофеварку. История кофеварки Nescafé Dolce Gusto связана с развитием капсульных кофейных систем, инициированным компанией Nestlé. И эта концепция появилась раньше, чем стали появляться домашние эспрессо-кофеварки. И берет начало еще в 1970-х годах, когда Nestlé начала разрабатывать технологии для удобного приготовления кофе. Сама идея принадлежит швейцарскому инженеру Эрику Фавру, который в 1975 году, побывав в римских кофейнях, оценил, сколько действий делают баристы того времени для приготовления порции кофе. Наблюдая за процессом, он задавался вопросом, как бы все это упростить, не прибегая к сложным механизмам, и в результате предложил упаковывать кофе в герметичные капсулы для сохранения аромата и сокращения процесса приготовления. Патент на первую капсульную систему был получен уже в 1978 году, а широкое распространение такие системы начали получать с 1986 года. И касалось это именно системы Nespresso, но это уже другая история, которую я пока затрагивать не буду. Наша Dolce Gusto, как отдельная линейка, была представлена Nestlé аж в 2006 году. Эта система была разработана как более доступная альтернатива более ранней капсульной системе Nespresso, ориентированной на премиальный сегмент. А Dolce Gusto позиционировалась как универсальная кофейная система, способная готовить не только условный эспрессо, но и много других, и не только кофейных напитков, благодаря использованию капсул с различными растворимыми смесями, сухим молоком и сиропами. С момента запуска в 2006 году Dolce Gusto завоевала популярность благодаря простоте использования, разнообразия вкусов, а это более 30 видов напитков, и главное, условно доступной стоимости как машин, так и капсул. Эта система капсул стала особенно популярной в Европе и постепенно распространилась по всему миру. Сама Nestlé утверждает, что Dolce Gusto использует запатентированную систему давления аж до 15 бар, в чем мы и разберемся дальше, и что это позволяет готовить напитки, как они любят заявлять, профессионального качества в домашних условиях. С момента запуска бренд развивался довольно активно, и с каждым новым модельным рядом дизайнеры пытались удивить покупателей своими решениями. В целом кофеварки получались с разными и очень смелыми дизайнерскими решениями, но практически с одинаковой начинкой и стабильного качества сборки. Производится Dolce Gusto в основном двумя компаниями, это Groups и DeLonghi, а сами капсулы компании Nestlé. Теперь поговорим о капсулах. Dolce Gusto это закрытый стандарт. Капсулы разработаны и запатентованы Nestlé. Выпускает их только Nestlé и по ее лицензии некоторые другие бренды, например Cafe Royal, Julius Meinl и Starbucks, куда ж без него. Если посмотреть строение оригинальных или лицензионных капсул, то это весьма примитивная штука. Несмотря на то, что продавцы будут петь легенды о сверхсложной разработке капсул из уникального пластика, который даже приумножает аромат, а по факту корпус, он же оболочка, изготавливается из пищевого полипропилена, а его основная задача — сохранять герметичность и удерживать давление в минимум 15 бар. Внутри капсулы есть два фильтра, которые формируют кофейную таблетку. Кофе закладывается весом, как правило, от 6 до 8 грамм. А если в капсуле растворимый порошок, то конструкция может быть еще проще. Там будет только один нижний фильтр. Сверху капсула запечатывается фольгой, и в этом месте она же будет прокалываться иголкой, по которой будет подаваться вода. Если посмотреть на это все в разрезе, то капсула будет напоминать имитацию корзины с кофе в рожковых кофеварках или то, как прессуется таблетка в автоматических машинках. Также, кроме официальных, есть и много нелицензированных аналогов, например eCafe, Cup Mondo, Nero Nobile, Must Dolce Gusto и даже Gimoka и другие. Их совместимость может зависеть от качества изготовления, где-то могут не прокалываться, на некоторых могут подтекать, но, как правило, уже давно таких проблем на аналогах нету. А весь свой по поводу совместимости сводится к простому запугиванию официалами, что дешевый аналог испортит вам кофеварку. Но это маловероятно. С нелицензированными аналогами не все так однозначно. Одни могут быть наполнены дешевым растворимым кофе, а другие могут давать даже вкус лучше, чем оригинальные капсулы. Но на деле все нужно пробовать. Есть еще один популярный метод, как по бюджетному использовать капсульные кофеварки Dolce Gusto и не только. Это многоразовые капсулы. И тут уже развилась целая индустрия, и есть с чего выбирать. И практически все можно найти на том же AliExpress. Есть как дешевые насквозь пластиковые капсулы с нейлоновыми или тканевыми фильтрами, так и полипропиленовые с пластиковыми фильтрами, имитирующие оригинальные капсулы. Также есть более дорогие многоразовые капсулы из нержавеющей стали и силиконовыми крышками, которые позиционируются как более экологичные и безвредные. Есть даже многоразовые капсулы в исполнении адаптера, который более удобен, так как нет необходимости выравнивать капсулу в оригинальном адаптере, чтобы иголка попала четко в нужное отверстие. Просто набиваете модифицированный адаптер кофейком и вставляете не глядя. Другой вопрос, что будет на выходе. Как по мне, все эти манипуляции с многоразовыми капсулами
искажают основной замысел капсульных варок делать приготовление удобным, и б, вероятно, не дадут того вкуса, который будет у фабричных, пусть даже аналогов. Почему многоразовые капсулы, несмотря на красивые картинки с Али, в большинстве случаев не дадут вам приготовить в них такой же напиток, как обычные фабричные? Все дело в параметрах самих кофеварок Dolce Gusto. Для более наглядного понимания посмотрим на устройство самой простой модели Piccolo и вернемся к вопросу многоразовых капсул. Конкретно в Piccolo нет автоматики, и вода напрямую затягивается помпой из бака, но в автоматических версиях между баком и помпой есть еще флуометр, или простыми словами расходомер, с помощью которого контроллер будет отмерять порцию воды. Помпа тут аналог ульки и рассчитана на давление в 15 бар. У нее хорошее вибропоглощающее крепление и имеется термозащита от перегрева, что good. А вот на выходе помпы нет даже предохранительного клапана, и все давление идет прямиком в капсулу. Вместо клапана имеем простой раздвоитель потока воды на два канала. Один канал уходит в термоблок для нагрева, а второй холодный к верхнему переключателю режимов. После термоблока нагретая вода также идет к верхнему переключателю, но сперва глянем на термоблок. Он тут сделан по типу термокойла, имеет мелкие габариты, но при этом приличную мощность в 1,4 кВт. Нагревается он за 15-20 секунд, что позволяет менее чем за минуту получить готовый кофе. И это одна из причин, за что выбирают капсульные машинки. Но самое главное то, что здесь электронный контроль температуры, который в связке с мощным термоблоком должен давать очень приличную термостабильность. Электроника выполнена на одной плате, блок питания сделан по принципу емкостного сопротивления, что весьма бюджетно, но для управления теном используется семистр, а алюминиевая пластина, которая закрывает плату, выполняет роль его радиатора. И это намного лучше, чем в большинстве дешевых китайских рожков с механическим реле, а в остальном к плате претензий нету, кроме размещения без защиты от попадания брызг. Вроде бы выглядит тут все лаконично и надежно, но есть моменты, которые лично меня смущают. Первые — это силиконовые трубки. Они хоть и с армированием, но крепятся они простенькими зажимами, которые применяются в узлах с низким давлением. А у нас так-то 15 бар ничем не ограниченных поступают с помпы сразу по двум трубкам. Но, честно говоря, я не слышал, чтобы были проблемы с этими трубками. Второе — это принцип и механизм рычажка, которым запускается подача холодной или горячей воды в чалду. По принципу действия он напоминает смеситель, в котором на вход одновременно приходит и холодная, и горячая вода, а на выход, то есть в чалду, можно подать либо горячую, либо холодную воду. Производится это все рычажком, который двигает задвижку, и та, просто перекрывая одну трубку, открывает другую. Как по мне, то рычажок имеет какую-то слишком перемудренную конструкцию. Все сделано из пластика, имеет кучу возвратных пружин, но все это работает и по статистике не часто выходит из строя. Но лет 5 назад у меня была на ремонте похожая Piccolo, и вот в ней была трещина в конструкции задвижки, через которую залило плату. Так что всякое случается. Ну и третье, что неприятно удивило, это такая деталь, как заслонка диффузора. По сути, это та часть, которая прилегает к капсуле, фиксирует ее и прокалывает иглой. Игла находится в этой заслонке, и благодаря уплотняющей манжете иголка соединяется с трубкой, по которой подается вода. Эта деталь с внутренней стороны выполнена из силумина и от малейшей протечки просто покрывается наростами, после чего края отслаиваются, а контакт с иголкой будет ухудшаться, и вода начнет течь мимо капсулы. Деталь копеечная, стоит 5-7 долларов, но сделана будто специально для того, чтобы обязательно ее меняли, и сервисы не сидели без копейки. В остальном, кроме замены этой заслонки диффузора, особых серьезных проблем у капсулок Dolce Gusto не наблюдается. Да, бывает, еще манжета бака для воды может повредиться и подтекать, но это мелочи и они меняются. В редких случаях может быть запах пластика при пропускании напитка через пустой капсулоприемник, но это только поначалу, и то не все замечают. А теперь вернемся к тому, почему многоразовые капсулы не дадут тот эффект и вкус, что и обычные, запаянные на заводе. Все дело в том, что кофеварка гонит все 15 или 18-19 бар, в зависимости от модели капсульной варки, с помпы в капсулу, в которой помещается до 10 грамм кофе, что очень мало. И даже при наличии кермоклапана на выходе пролив проходит слишком быстро, а это просто не дает полноценно экстрагироваться, и мы можем получить на выходе очень разбавленный и невкусный напиток. Что делают производители капсул именно Nestlé? Они идут на определенные ухищрения, чтобы максимально вытянуть вкус из небольшого объема в 6-8 грамм за короткое время пролива. И тут речь идет в первую очередь об тонко подобранном помоле. И не просто помоле, а очень качественном помоле, в котором минимизирована пылевая доля, что повышает равномерность плотности и делает пролив одинаковым по всему телу кофейной таблетки. Без пробоев и образования каналов, так как у нас не 9 бар, а все 15. Далее производители используют более темную обжарку, а не среднюю или светлую. Темная обжарка максимально быстро закрашивает вкус карамельными оттенками, давая эффект насыщенного кофейного напитка с нотками темного шоколада, что многим нравится и подходит под задачи быстрого приготовления. А помимо этого, кофе можно дополнительно ароматизировать, чтобы усилить вкус. Так вот, достичь таких условий дома слегка непросто. Не имея хорошей молки, сложно подобрать мелкий помол и сделать его качественно. А измельчив слишком мелко, варка просто не продавит капсулу
и даже есть риск спровоцировать поломку, так как аварийного клапана в конструкции не предусмотрено, то неизвестно в каком слабом месте под максимальным давлением что-то может лопнуть. И судя из опыта, помпа может дать и 18 бар при заявленных 15, так как проверяя их манометром, я не раз видел, что ульки дают и 17, и 19 бар, что при наличии аварийника не проблема, только вот в Piccolo этого нету. Все потому, что аппараты делают под лицензионные капсулы, в которых все выверено, а не под эти пляски в попытках сэкономить. Тем не менее, есть и те, кому удается подобрать помол и пользоваться многоразовыми капсулами в свое удовольствие. Но только это уже не про удобство и чистоту. Что можно сказать в итоге? Капсульные кофеварки – это отдельное явление в сфере кофейной техники, нацеленное в первую очередь на удобство и универсальность в компактном исполнении, а уже потом на какой-то там вкус. И у них есть своя немалая аудитория почитателей. Конкретно Dolce Gusto это не про эспрессо, и хотеть с них выжать то же самое, что с рожка с правильным подходом, это бессмысленно. Они для того, чтобы пить разные вкусы быстро приготовленных напитков, если такое вам нравится. Также стоит понимать, что капсулы это не про экономию. Чтобы пить что-то сносное, нужно тратиться на нормальные капсулы, и порция по стоимости может выходить как чашка американо в средней кафешке или кофе to go. Но вкус этой капсулы будет, конечно, проще, нежели сделанный напиток на хорошем оборудовании. Тут многие могут сказать, что я ошибаюсь, но я не беру во внимание использование многоразовых капсул, потому что это не даст быстро и удобно приготовить кофе, а также требуется чистка этих капсул. Я считаю, что покупать капсульную варку, чтобы пользоваться потом многоразовыми капсулами, это как брать вилку для того, чтобы поесть суп. Теоретически все можно, а практически сложно. Хотите молоть, дозировать, темперовать и добиваться хорошего вкуса, то для этого есть рожковые аппараты, в которых это делать удобнее, вкуснее, а самое главное, не противоестественно. Капсулки же будут экономить не деньги напрямую, а время на приготовление и уход за аппаратом. Где и в чем может быть выгода от капсульных кофеварок? Их выгоднее использовать там, где не часто делают кофе или нужен простой подсчет использованных порций. И часто их ставят в номерах отелей или берут просто на дачу. В офисах часто используют именно по несколько капсульных варок, и компания может закупать капсулы по оптовым ценам, что делает порцию еще дешевле в сравнении с кофейнями. И к этому добавляется экономия на обслуживании в сравнении с автоматическими кофемашинами. А дополнительным плюсом будет то, что каждый может приносить свои капсулы, не привязываясь к тому, что пьют другие или покупает компания. Также выгода в разнообразии напитков и скорости приготовления. И самое главное, это экономить можно и на самих капсулах, покупая нелицензированные аналоги, которые стоят гораздо дешевле, но могут посоперничать по вкусу с оригиналами. Ну и недостатков тоже, конечно, хватает. Самый значимый это то, что пластик от капсул в основном не сортируется и не перерабатывается, а загрязняет экологию. Да, есть биоразлагаемые капсулы, но это только у оригинальных и ценник там выше, поэтому брать их будут далеко не все. Я думаю, что тут каждый может добавить и немало по каждому пункту, но сама идея капсул и неплохая бюджетная реализация в аппаратах Dolce Gusto это как отдельная кофейная религия. Кто-то ее принимает, а кто-то нет. Главное, чтобы больше людей делали выбор осознанно, понимая, что их ждет при выборе капсульных кофеварок. На этом у меня все. Если есть что добавить, то делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч!